Завершая 2011 год, наверное, стоит остановиться на развитии торгово-экономических связей, которые завершились в процентном отношении довольно положительно. Торговый оборот между Россией и Израилем за 2011 год вырос на 36,99%. И это без учета товарооборота, связанных с поставками нефти, газа и алмазов. И выразился в сумме 2 миллиона 747 тысяч. Это говорит о том, что торгово-экономические отношения как на уровне государственных компаний, так и частных предпринимателей, работающих и в России, и в Израиле, постоянно растет. Это положительные данные, и мы очень радуемся, мы говорим о том, что в этом году было подписано ряд соглашений. Одно из них, очень важное, на наш взгляд, это строительство предприятия фармацевтического ТЭВа с международным именем в России. С момента отмены визового режима в 2008 году туризм из России в Израиль повышался на сотни процентов. Нынешний, прошедший 2011 год можно подытожить и назвать цифру в 500 тысяч туристов, которые прибыли из России в Израиль. С одной стороны, это понижение в процентном отношении на 12%, но это понижение связано с отсутствием однодневного и двухдневного туризма, который был очень принят и который практиковался для туристов, прибывающих, российских туристов, прибывающих в Египет, и из Египта, приезжающих в Израиль для посещения святых мест. Основные моменты в планах сотрудничества в сфере культуры. Я думаю, что это действительно одна из отраслей или направлений, которым может гордиться и Россия, и Израиль. Мы всегда говорим, что нет почти ни одного российского коллектива, нет ни одного театра, оркестра, который бы не побывал в Израиле. В программе фестиваля «Кинотавр», который состоится в июне в Сочи, планируется круглый стол и другие мероприятия, посвященные современной израильской кинематографии. В «Кинотавре» планируется показ новых израильских фильмов, встреча с Катри Шхори, председателем кинофонда Израиля. В сентябре в Москве и в других городах России пройдут ставшие уже традиционными фестивали израильского кино. Говоря о культурных планах, о большом очень проекте, который состоится 20 мая, и он как бы завершит 20-летие празднества по случаю 20-летия дипломатических отношений. Это приезд в Москву филармонического оркестра под руководством Зубина Меты. Зубин Мета – маэстро с мировым именем, Израильский симфонический оркестр, его 120 музыкантов приедут в Москву. Это очень важный совместный проект между Министерством культуры России и Израильским министерством иностранных дел. Мы очень рады подчеркнуть это сотрудничество. Кстати, могу сказать, что буквально на днях из Израиля вернулась делегация, которая была несколько дней из Министерства культуры Российской Федерации, которые обсуждали план работы Дней культуры России в Израиле. Помимо этого, театр Абима, известный театр, история которого берет начало в Москве, который был здесь основан, и который затем с началом основания государства Израиль был создан на нашей земле, он приезжает для участия в фестивале, который будет здесь и организованный по приглашению Малого театра Московского. И это тоже очень важное событие. Мы ожидаем приезд сюда очень известного писателя, который стал уже, мне кажется, популярен и здесь, и в Москве, и не только в Москве. Это знаменитый наш Меир Шалев, бестселлером уже признаны его книги, переведенные на русский язык. В Натании будет воздвигнут памятник воинам Красной Армии, участникам Второй мировой войны.
Это проект главы правительства Израиля Нетаньяху. И мы надеемся, что на открытие этого памятника прибудет президент Российской Федерации. Но он обещал лично, что он примет участие в открытии этого памятника, и поэтому в Израиле, конечно, ждут его приезда. Вообще уроки Второй мировой войны актуальны для Израиля и в настоящее время. И самые главные из них. Отрицание Холокоста абсолютно недопустимо. И важно подчеркнуть, что именно сейчас, когда все чаще и чаще лидеры некоторых государств пытаются сделать это, мы говорим и произносим во всеуслышание: нас некому защитить, кроме нас самих. И вот буквально на днях мы получили напоминание о том, что опасность никуда не исчезла. Вы прекрасно знаете о попытке покушения на израильских дипломатов, которые были в Тбилиси, Дели и Бангкоке. И буквально перед тем, как я зашла к вам навстречу на эту пресс-конференцию, 15 минут назад в прессе появилось сообщение о попытке покушения на министра обороны Израиля в Сингапуре. То есть мы еще раз подтверждаем, что террор, который существует сегодня в мире против Израиля, он, как мы видим, прорывается и хочет найти место. И без всякого сомнения мы со своей стороны надеемся, что сможем действительно положить конец. Трудно сказать, но тем не менее пытаемся, чтобы эти теракты не приносили много жертв. Мы очень благодарны Иордании за то, что содействие они оказали и посредничали в усилиях прийти к какому-то соглашению и сесть за стол мирных переговоров, прямых переговоров. К нашему великому сожалению, попытка была, встреча посредников происходила, но тем не менее вот именно это усилие со стороны Иордании не позволило до сих пор, во всяком случае, продвинуть процесс мирных переговоров между Палестиной и Израилем. Израиль убежден, что прогресса в мирном процессе невозможно достичь с помощью ультиматумов. Мы об этом говорим все время. Мы готовы сесть за стол мирных переговоров и обсуждать все за столом мирных переговоров. Так было, кстати, и с Египтом. Там тоже были поселения, и когда сели за стол мирных переговоров, пришли к какому-то компромиссу, и без всякого сомнения только так Израиль готов вести переговоры с палестинцами. Но тут возник еще один момент, так называемое перемирие между Хамасом, которое считаем террористической организацией, перемирие, которое прошло между палестинской администрацией, и Израиль в таком случае не видит возможность поставить на повестку дня и обсуждать мирный процесс, если, как мы уже знаем, Израиль хочет мира, а Хамас говорит, что и утверждает все время, что Израиль не имеет права на существование. Израиль – та страна, которая пытается решить все конфликты мирным путем. Не только Израиль, но и другие страны мирового сообщества, как вы знаете, ведут контроль над тем, что происходит в Иране. Отчеты МАГАТЭ об этом дают ответы, и в принципе, мы за то, чтобы первым долгом использовать все пути для того, чтобы прекратить ядерную программу Ирана. Мы поддерживаем, хотя Израиль не имеет этого права там при голосовании, но мы поддерживаем те санкции, которые направлены на прекращение работы над этой ядерной программой.
Но у Израиля есть своя информация о том, что эта работа ведется. И, как у нас в Израиле говорят, точно переводя с иврита, все опции лежат на столе. Мы внимательно наблюдаем за событиями на Ближнем Востоке. Мы первым долгом, естественно, следили за событиями, которые происходили в Египте. Израилю очень важен мирный договор с Египтом. Мы видим, что сегодня к власти в Египте пришли исламисты, которые никогда не были у власти, которые только изучают ситуацию, и мы надеемся, что и там будет стабилизация. Следим, что происходит. Мы, как государство, никогда не вмешиваемся ни в какие процессы военные, политические других стран. Израиль не вмешивается в дела соседних стран и не намерен это делать в будущем. Если у соседей беспорядки, которые способны привести к анархии, мы, естественно, следим за этим. Мы не отдаем приоритета ни одной из противоборствующих сторон в Сирии. Вместе с тем в Сирии складывается ситуация совершенно вопиющая, и в настоящее время молчать, конечно, невозможно. Мы практически ежедневно видим картины, когда сирийский народ подвергается убийствам своего лидера. Говорили уже о том, что представляется, что Башар Асад не имеет морального права оставаться у власти в Сирии. Многие утверждают, что израильско-сирийская граница была самой спокойной на протяжении всех лет существования. Но это еще не является фактором того, что Асад также не раз говорил о том, что Израилю не место на карте, и поэтому мы не знаем, кто придет к власти после Асада. Мы не знаем, какие радикально-исламские силы, но продолжение сегодняшней ситуации в Сирии, на наш взгляд, просто недопустимо. И мы надеемся, что в ближайшее время та ситуация кризисная, которая существует там, как-то решится так или иначе. Режим Асада как был, так и остается проблемным. Он также тянет время, он также обещает провести какие-то реформы, сесть за стол переговоров с оппозицией, но он этого не делает. И еще один важный фактор, который действительно Израилю не безразличен, это вот это крыло и вот это вот сотрудничество между Сирией, Хамасом и контрабандой оружия, которое попадает террористическим организациям. Вот это вот крыло, которое является Иран, Сирия, Хизбалла, для Израиля этот режим часть главной стратегической угрозы. Поэтому, учитывая неустойчивость режима Асада, необходимо говорить об опасности утечки оружия. Это оружие попадает на вооружение террористических организаций. Как вы знаете, эти террористические организации действуют против Израиля. Конечно, существует несколько вариантов развития событий там. Подождем, увидим.